когда-нибудь стоял перед испанцем, что-то хотел сказать и вдруг просто забыл все слова? Сердце бьется, язык заплетается и кажется, что тебя просто сейчас не поймут. У меня тоже было так, пока однажды в кафе Валенсии не рискнула сказать первую фразу. И то, что произошло, я запомнила навсегда. Сегодня я расскажу тебе эту историю и объясню, какие слова и времена помогли мне наконец-то говорить без страха. А если ты когда-нибудь мечтал говорить по-испански легко и естественно, оставайся до конца. Потому что именно такие моменты делают тебя не просто учеником, а человеком, который живет по-испански. Привет, меня зовут Наталья, я уже много лет живу в Барселоне и учу людей говорить по-испански уверенно, без учебников и стресса. На этом канале я разбираю живые фразы, которые реально нужны, когда ты живешь, переезжаешь или путешествуешь по Испании. Так что если ты не просто хочешь учить язык, а понимать испанцев, подпишись, потому что я объясняю язык просто, как будто бы мы сидели за чашкой кофе. А теперь тот самый момент, который все изменил. Послушай короткий текст на уровне А2, а потом я объясню каждую деталь. Почему именно такие слова, окончания либо времена. Hoy he hablado con un español sin miedo. Сегодня я впервые поговорила с испанцем без страха. Al principio he dudado, porque no sabía si iba a entenderse. Сначала я сомневалась. Не знала, поймет ли он меня. Él ha sonreído y me ha ayudado con las palabras. Он улыбнулся и помог мне с нужными словами. Hemos hablado de la vida, del clima y del café. Мы говорили о жизни, о погоде и о кофе. ¡Qué emoción cuando me ha entendido! Какое счастье, когда он понял меня. Ahora hablo cada día un poco más. Теперь я говорю по-испански чуть-чуть больше каждый день. Ya no tengo miedo. Я больше не боюсь. Посмотри, сколько раз здесь звучит эта комбинация. плюс participio. He hablado, he dudado, he sonreído, me ha ayudado, hemos hablado, me ha entendido. Все это одно и то же время. Pretérito perfecto. Испанцы используют его, когда уже что-то произошло. Но все еще это событие, либо ощущение от этого события живет в их жизни. В эмоциях, в памяти, в дне. Например, я могу сказать Hoy he tomado un café. Сегодня я выпила кофе. А могла бы сказать tomé. Но это звучало бы как ну да, когда-то там, в прошлом. А испанец чувствует это просто по-другому. День еще не закончился, вкус кофе все еще здесь, в моменте. Вот почему он говорит he tomado. В русском же мы просто говорим выпил. А в испанском это я уже это сделал, но все еще это часть моего дня. Это не просто грамматика, это часть мышления. Испанцы все время живут здесь и сейчас, даже когда говорят о прошлом. А теперь давай посмотрим на маленькие слова, которые придают фразам эмоции. Например, я и todavía. Слушай, я no tengo miedo. Я больше не боюсь. Это я, не просто уже. Это все, я изменилась, теперь я другая. Испанцы через это слово показывают не факт, а чувство, переход, свободу, внутреннюю точку, когда ты уже что-то преодолел и об этом яро заявляешь. И это одна из причин, почему я люблю испанский. Здесь даже грамматика по факту звучит по-человечески. Если коротко, формула простая. Вспомогательный глагол haber в настоящем. Has, ha, hemos, habéis, han. Причастие ado для глаголов на ar и ido для ir. Например, hoy he probado. Сегодня я попробовал. Él ha sonreído. Он улыбнулся. Nosotros hemos hablado. Мы поговорили. Все, никаких страданий, просто я уже сделал, и это все еще со мной. А в конце текста посмотри. Ahora hablo cada día un poco más. Ya no tengo miedo. Это уже presente, то есть настоящее время.
Почему? Потому что это уже моя новая реальность. Я не просто сказала что-то сегодня, а я изменилась, я говорю по-испански уже каждый день, как факт события. То есть pretérito perfecto – это шаг, а presente – это ты, которая идет дальше. Красиво, правда? И еще одно. В испанском есть маленькие сигналы. Слова, по которым сразу можно разобраться, какое время применять. Hoy, ahora, ya, todavía. Это почти всегда момент здесь и сейчас. И когда ты чувствуешь, что действие не где-то там, а еще внутри тебя, выбирай pretérito perfecto или presente. Например, ¿qué emoción? Какие эмоции? Ya no tengo miedo. Больше не боюсь. Слышишь, сколько в этом жизни? Это действительно показывает, как устроена испанская логика и менталитет. А теперь давай попробуем вместе. Ведь понять это одно, а сказать это уже совсем другое. Попробуй подставить глаголы сам. Это очень просто. Мини-практика. Hoy con mi vecino. Правильно сказать? He hablado. Ahora, cada día un poco más. Hablo. Видишь, как красиво соединяется прошлое и настоящее? Ты сделал шаг, и теперь это часть тебя. И если мое первое объяснение для тебя было все еще немножко туманным, давай сейчас пробежимся по каждому предложению отдельно. Спокойно, шаг за шагом, так, чтобы тебе стало понятно все раз и навсегда. И вот так маленькими фразами испанский язык становится частью твоей жизни, а не просто правилом. Hoy he hablado con un español sin miedo. Hoy плюс he hablado. Здесь pretérito perfecto. Сегодня это случилось. Эффект со мной. День еще не закончился, но событие произошло как будто уже давно. Hablar con. С кем-то. Либо hablar de. Говорить о чем-то. Sin miedo. Устойчивое выражение. Без страха. И вот вам фраза-шаблон, которую вы можете использовать в других ситуациях. Hoy he hablado con sin miedo. Сегодня я поговорил, либо поговорила с без страха. Сюда вы можете подставить con mi jefe, con la profesora, con el médico, либо имя любого другого человека. Al principio he dudado, porque no sabía si iba a entenderme. Al principio. Сначала. Вводит контраст в происходящее. He dudado. Pretérito perfecto. Момент сомнения в рамках сегодня. No sabía. Pretérito imperfecto. Фон, состояние в прошлом. Я не знала. На тот момент, когда событие произошло. Si iba a entenderme. Собирался, должен был понять меня. Перефраз будущего из прошлого. В русском выражении «поймет ли» мы часто говорим таким образом в испанском, что si iba a плюс инфинитиво. Él ha sonreído y me ha ayudado con las palabras. Два pretérito perfecto подряд. Короткие добрые действия только что. Ha sonreído, me ha ayudado. Me ha ayudado. Здесь личное местоимение me, мне. То есть мне помог. Con las palabras. С нужными словами. Как бы подсказать формулировку. Pedir ayuda, кстати, можно сказать вежливо по-другому. ¿Me ayudas con esta palabra, por favor? А теперь попробуй ты. Замени подлежащее la chica ha sonreído. El camarero ha ayudado. Пишите ваши варианты в комментариях. Hemos hablado de la vida, del clima y del café. Hemos hablado. Снова pretérito perfecto. Короткая беседа. Важная именно сейчас. Hablar de плюс тема. Del clima, del café. Говорить о или на тему чего-то. Помним, что предлог de плюс артикль el сокращается в del. Здесь перечисление сбыта. Испанская нормальность. Мы постоянно говорим о жизни, погоде, кофе. И давай сделаем практику. Заполни hemos hablado
mis planes, trabajo, Valencia. Выбери, что здесь подойдет. De, del. Qué emoción cuando me ha entendido. Здесь, как я уже говорила, очевидный шаблон эмоций. Que плюс субстантиво. Qué alegría, qué sorpresa. Берите на заметку, потому что это замечательный шаблон, который помогает нам выражать эмоции и делает нашу речь, по-настоящему естественной. Me ha entendido. Pretérito perfecto. Момент понимания с эффектом «ух», как будто в прошлом, но еще актуально и в настоящем. Здесь замени эмоцию в этом предложении, а потом напиши в комментариях, какое слово, означающее ее, ты знаешь. То есть, que, ваше слово, cuando me ha llamado. Alegría, sorpresa, frustración, либо любой ваш другой вариант. Ahora hablo cada día un poco más. Новое правило жизни. Сейчас, с этого момента, говорим о настоящем, о том, что случается с нами уже в данный момент, пусть даже он и продолжительный. Устойчивое выражение cada día, un poco más. Полезные выражения, которые мы используем каждый день в Испании. Ya no tengo miedo. Ya no плюс глагол. Больше не. Здесь идет смена состояния, моего ощущения, поэтому говорю в настоящем, так как именно в этот момент я себя уже ощущаю по-другому. Это супер полезный паттерн для повседневности. Давай сделаем практику. Переделай tengo miedo, у меня есть время, в у меня уже нет времени. Правильный вариант ya no tengo tiempo. Видишь, никакой магии, просто пару шаблонов. И ты звучишь по-испански живо и уверенно. Напиши в комментариях две фразы. Hoy что ты сделал сегодня, ahora то, что стало уже твоей привычкой. Я обязательно разберу ваши варианты и дам обратную связь. Помни, каждый раз, когда ты открываешь рот и говоришь хотя бы одно слово, ты уже делаешь шаг вперед. Испанцы не ждут идеального испанского от тебя. Они просто ждут твоего «hola». Если ты хочешь учить язык через реальные живые истории и настоящую Испанию, подпишись и включи уведомления, потому что полезные уроки выходят каждую неделю, в основном по вторникам и пятницам. А в разделе сообщества ты найдешь много полезных слов и фраз, которые я публикую каждый день и которые тебе понадобятся для жизни в Испании. Подписывайтесь, если это про вас, потому что дальше мы будем говорить не просто на испанском, мы будем жить по-испански. Спасибо, что были со мной и до скорого в следующем видео. Nos vemos pronto!